Когда на свет появилась маленькая кошечка, ее мир наполнился яркими надеждами и ожиданиями, поскольку каждый из животных изначально подразумевает счастье и уют. В нежные моменты, когда эта крошечная кошечка с трепетными лапками пила молоко от своей заботливой мамы, она совершенно не могла осознать, что впереди ее ждут сложнейшие испытания и немалые трудности. Ее белые пушистые лапки, с самого рождения оказавшиеся слабыми, были не в силах держать ее вес, и это создавало сложности в передвижении. Она постоянно падала, ее попытки встать и сделать шаг давались тяжелым трудом. Это редкое отклонение, о котором никто даже не догадывался, стало настоящим неприятным сюрпризом для новорожденной Кенги. Но даже в самые непростые моменты, когда ей было очень сложно, она продолжала с надеждой бороться за свое существование. Недолго думая, прежние хозяева Кенги, увидев, какие проблемы у нее возникли, приняли решение усыпить ее, считая, что это будет наилучшим решением для всех. Решение, вынесенное без должного анализа ситуации, отразило равнодушие к жизни крошечного существа. Они не осознали, что за этой маленькой кошечкой скрывалось нечто большее, чем просто физические ограничения. Однако, когда Кенгу принесли в ветеринарную клинику, жизнь подарила ей шанс на спасение. Врач и его команда, заметив, что это хрупкое создание излучает жизнь и неподдельный интерес к миру, мгновенно поняли, что у нее есть все шансы на новую жизнь, которую ей так хотелось. Одна из сотрудниц клиники по имени Лора, почувствовав глубокую привязанность к этой крошечной кошечке, не смогла остаться равнодушной. Вместо того, чтобы просто подготовить ее к ужасной процедуре, она приняла решение забрать ее с собой. Девушка была полна доброты и сострадания, и, руководствуясь своим сердцем и инстинктом, она, не задумываясь о последствиях, решила, что сделает все возможное, чтобы спасти эту несчастную малышку. Понимая всю серьезность ситуации, она немедленно связалась с приютом, который специализировался на уходе за особыми животными, и передала им всю информацию о Кенге с надеждой на спасение ее жизни. Приют с радостью откликнулся на ее просьбу и в кратчайшие сроки забрал ее в свой центр, где она могла получить всю необходимую медицину и поддержку. В приюте Кенга прошла более глубокое и детальное обследование, которое проводилось высококвалифицированными врачами и внимательными ассистентами. Каждый из них был готов сделать все, чтобы вернуть жизни Кенги надежду на новое начало. Врачи, изучив ее лапки и общую физическую структуру, сделали неутешительный вывод. Отклонение не поддается лечению никаким известным медицинским методам. Тем не менее, они обрадовали Лару и других сотрудников приюта, сообщив, что при должном уходе и постоянной любви Кенга могла бы прожить долгую и радостную жизнь, полную теплоты и заботы. Это известие изменило не только судьбу самой Кенги, но и всех, кто ее окружал, подарив им всем маленькие лучики надежды. Среди этого хаоса, полного печали и тревожных ожиданий, добрая женщина по имени Джойс узнала о маленькой кошечке. Она случайно наткнулась на видео с Кенгой, размещенное приютом в социальных сетях, в котором показывали ее трогательные движения и игривое поведение. В тот момент, когда она увидела большие круглые глаза, полные надежды и искренней любви к жизни, ее сердце наполнилось теплом и добротой. Не задумываясь ни на секунду, она, потому что почувствовала связь, тут же проконсультировалась с членами своей семьи и приняла решение. Кенга просто обязана стать их новым любимцем и членом семьи. Но было одно важное «но». Кенге необходимо было немного подрасти, чтобы ее можно было забрать домой. Ожидание этого момента стало для Джойс настоящим испытанием. Каждое утро она просыпалась с надеждой, что ее милашка уже немного подросла, но для нее это был не просто очередной котенок. Это была действительно судьба, которая стучалась в ее сердце. Когда, наконец, через несколько недель врачи разрешили забрать эту маленькую комку счастья, радости Джойс не было предела. В ее доме Кенга встретила двух других дружелюбных и отзывчивых кошек,
которые были готовы открыть ей свои сердца и всей душой принять ее в свои ряды. С первых же минут обе принесли в ее жизнь искреннюю радость, приняв ее как младшую сестричку и окружив любовью и заботой, о которой она не смела и мечтать. Со временем Кенга подросла и превратилась в настоящую красавицу, как будто в небе взошла новая звезда, расцветающая ярким светом. Она научилась играть и исследовать окружающий мир, хотя и не могла делать это с той грацией, с какой прыгали ее сестры. Но ее жизненный оптимизм, доброта и искренность пленили сердца всех членов семьи. Каждый день был наполняем новыми открытиями и забавными моментами, наполненными игрой и хохотом. Кенга радостно шлялась по дому, искала уютные уголки для отдыха и наслаждалась теплом, которое исходило от ее новой семьи. Через некоторое время в доме Джойс появились и несколько маленьких котят, что создало полный дом смеха и радости. Кенга, несмотря на все ограничения, восприняла их появление с величайшим восторгом. Она начала заботиться о них как настоящая мама, показывая, как можно весело играть, делясь опытом и заботой, желая, чтобы они чувствовали себя комфортно и защищенно. В каждом ее движении и мимолетной улыбке чувствовалась любовь и желание помочь. Этот искренний путь обогатил всей семье и наделил их значимостью каждого момента, проведенного вместе. Однако жизнь продолжала удивлять Джойс и ее питомцев новыми неожиданностями. В приюте появился еще один котенок с таким же отклонением, как у Кенги. По имени Хлоя эта малышка стала настоящим зеркалом для Кенги. Она отражала все ее мечты и надежды. Их связь была необычной, словно две половинки одного целого, переплетенные общей судьбой и общей борьбой. С первых дней Кенга почувствовала, что ее предназначение заключается в заботе о Хлое и поддержке ее в сложные времена. Вся семья Джойс была полна счастья и любви, наблюдая за этой искренней связью, которая только укреплялась в течение дня. Каждый день Кенга и Хлоя проводили вместе, и Кенга старалась обучить Хлою всем трюкам и приемам, которые она сама когда-то запомнила и выучила. Она показывала, как можно весело и активно играть, как важно заботиться о себе и никогда не сдаваться, несмотря на любые трудности. Эмоции, которые переполняли Кенгу, были на грани восторга и гордости. Маленькая Хлоя стала ее другом, ее ученицей и, возможно, даже ее маленькой версией, и их совместные дни наполнялись радостью и любовью. С каждым днем Кенга и Хлоя становились все ближе. Джойс, наблюдая за их дружбой, и Сива чувствовала радость и замирание сердца, понимая, что эти животные, несмотря на собственные врожденные отклонения, могут испытывать настоящие чувства, делиться своим счастьем и получать настоящую любовь в ответ. Кенга, став старшей сестрой, внушила Хлое уверенность в своих силах и веру в то, что они могут быть счастливыми в этом большом мире, где нет ограничений. Жизнь перестала быть простой. Она наполнилась новыми красками и светом. Благодаря постоянной любви и заботе Джойс, жизнь Кенги и ее друзей становилась все ярче и насыщеннее с каждым днем. Каждое утро они встречали вместе, играли в лучах солнца, которые ярко светили, и наслаждались простыми радостями, которые дарила жизнь. Кенга, несмотря на все ее физические трудности, никогда не теряла жизненного оптимизма и уверенности в себе. Ее душа была полна любви, и она щедро делилась этой любовью со всеми вокруг, создавая атмосферу счастья и уюта в их доме. С каждым днем в дом Джойс шло все больше людей, желающих узнать о Кенге и Хлое. Джойс часто делилась их историями в социальных сетях, вдохновляя других принимать особенных животных и смело подходить к вопросу о том, как можно изменить судьбу этих существ. Комментарии, лайки и сообщения от людей, разделяющих ее увлечения, приходили каждый день. Все восхищались тем, как эти милые кошечки, несмотря на свои ограничения, находят радость в жизни, и их общая история становилась символом надежды и любви, наполняющей сердца многих.
Однажды к Джойс пришло сообщение от женщины, у которой тоже была кошка с подобным отклонением. Она искала поддержки и понимания. И Джойс, чувствуя огромную связь с ее историей, с радостью откликнулась. Вскоре они стали хорошими друзьями, обменивались историями и поддерживали друг друга на своих путях, находя новые возможности для адаптации и эмоций. Анкеты и сообщества, посвященные уходу за особыми животными, начинали процветать благодаря их усилиям, создавая поддержку для всех, кто сталкивался с подобными трудностями. Кенга и Хлоя — это не просто кошки, а настоящие герои в глазах многих. Их искренние чувства и непоколебимая привязанность показывают, что, несмотря на любые трудности или испытания, можно быть счастливыми и любимыми. У них были бы все причины отчаяться, но они выбрали путь любви, дружбы и заботы, который привел их к прекрасной жизни, полной света и радости. Джойс, наблюдая за тем, как они ласково сопя мирно спят рядом в теплом уголке ее дома, постепенно начала понимать, что сделала правильный выбор. Каждая из историй о любви, борьбе и естественной победе над непростыми условиями сложилась в удивительную сказку о маленькой кошечке, которая смогла изменить мир вокруг себя и показать, что ни одно существо не должно быть забыто. Каждое животное имеет право на жизнь, достойную наилучшей заботы, и Кенга с Хлой это блестяще доказали своим замечательным примером.